Что такое шпоночные и шлицевые соединения? И зачем они нужны? И всем привет! Итак, значит, перейдя к основной части данного видео, хотелось бы сказать то, что сегодняшнее видео является такой промежуточной, в том плане то, что тема как бы она существует, но не на таком слуху, как хотелось бы. Поэтому сегодняшняя тема будет так для общего ознакомления. Может, кому-то это заинтересует и это разовьется до какого-то интересного масштаба. Итак, значит, шпоночное соединение осуществляется при помощи призматических или стигматических шпонок, используя молоток или оправу из мягких металлов, что вы можете видеть на данном изображении. Обычно шпонку устанавливают в паз с небольшим натягом, а в паз отверстие по переходной посадке. В обязательном порядке предусматриваю зазор между верхней поверхностью шпонки и впадин паз детали. Шлицевые соединения обычно собирают с центровкой по внешнему диаметру шлицов и реже по ширине. При сборке контролируют наличие заусенцев и сколов шлицов. При обнаружении их устраняют, в особенности в подвижных шлицевых соединениях. Коническое сопряжение в большинстве случаев встречается в рулевых приводах трапеции, в которых положительной стороной является возможность устранения зазоров в сопряжениях. Итак, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, то, что сегодняшняя информация кого-то заинтересовала, и я кому-то смог в этом помочь. Так что не забывайте подписываться на канал, бейте в колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки. Если есть какие-то ошибки с моей стороны, тоже пишите. Пока что на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.